В минувшее воскресенье у меня был класс на выставке «Современный русский импрессионизм», которая проходит в галерее «Коробка». Это торговый центр «Ривьера», Автозаводская, 18, второй этаж. Выставка до 9 числа работает, вы можете приехать, кроме понедельника. Мощные работы современных импрессионистов российских. Ролик я отснял, вы можете посмотреть его, я недавно смонтировал, но картины нужно, вы знаете, смотреть живьем. Другое впечатление. На классе, который я провел в воскресенье, писал натюрморт с розами, поставил интересную, сложную задачу. Фрагменты написания этой работы, ее ведения я вам покажу. Так, значит, 3 варианта использования натюрмортов. Ну, как бы ведение работы. Да, вот берешь, ставишь постановку и пишешь в лоб как есть. Раз вариант, да, простой. Черный фон, черный, да. То есть списываешь идею, да. Второй вариант. Мне рассказывали, так делают в Германии. Набор предметов, и художник сам, глядя на разные предметы, их компонует в композицию. А третий есть вот этот. Вот вроде бы есть ситуация. Она такая понятная. Есть тени падающие, есть розовые. И есть этюд, в который мы это впишем. Очень интересно. Очень рекомендую это использовать. Все же пишут много этюдов, да? Можно же компоновать это вместе. Почему нет? И писать это творчески. То есть не в лоб, а писать такую импровизацию ощущения. Не обязательно этот стол рисовать, как он есть. Ну, все же мы понимаем, что мы можем взять, кстати, формат такой, опять же, необычный, как бы неожиданный для нас. Например, мы привыкли к вертикальному все время, там, в горизонтальной возьми. Смотрите, это такое состояние, когда море с горы было написано, там у меня с веранды видно, очень хорошо волновалось, оно такое мутное из-за шторма, грязное, да? А это у меня просто имприматура осталась, я решил просто не делать, оно было, ну, другое там бережок. Мы сейчас тут подрихтуем. Но идея, я думал, ну, что ж написать? Вот она как-то, я думаю, привезу этюды и решу здесь, какие розы, я не знаю, куплю. И вот это мне будет интересно, что на фоне темной горы будут вот это красные розы. Красное же гармонирует с зеленым, ну, поэтому гора будет, конечно же, синей. Ну, потому более контрастный. Ну, посмотрим, как пойдет. Да, остаются краски на холсте. Берете мастихин и шик сюда, в имприматурку. Разноцветную любую. Вот почему я тут колеблюсь так долго. Потому что здесь поставишь линию стола, делится пополам. Здесь поставишь, здесь пополам. Представляете, как важно всегда уходить от любой симметрии. Угол не хочу делать. Сейчас творческая задача. Может быть, вот так. Вот тут такое отношение уже неожиданное более. Ну, а вишенки там мы тут раскидаем. Опять как раскидать, да? Так, чтобы... Вот смотрите, вот опять симметрия. Видно всем, да? Бам! Одинаковое расстояние. Мы всегда находимся в режиме такой игры в неодинаковость. Вот если сюда поставлю прямая линия, опять, то есть мы все время ищем композиционно, находим место каждому предмету. Тут еще тень. Тень тоже часть композиции.
Вчера зашпаклевал, уже сегодня можно писать, все нормально, высохло. Как полезно написать этюд, потом его использовать с натюрмортом. Неожиданно. Куда причал? Смотрим композиционно, чтобы он нашел свое место. Ну, зеленые листья у розы и там гора, конечно, должны быть разных тональностей, да, разных тонов. И гора, и этот кувшин, естественно, ничего не должно спорить. Это тени. Ну, тени от одного тона. Нормально. Так. И светом я потом ударю. Свет в последнюю очередь и большой кисточкой или мастихином. Есть попадание с кувшином, поэтому надо искать, чтобы не было попаданий. Сейчас попаданий нет. Может быть интересно такое решение. Чем дальше от нас, тем меньше информации, естественно. Почему первый, прокладка тонкая такая, да, почти лессировочная? Для того мы же можем использовать фактуру. Если мы будем фактурить все подряд, это будет как у... Смотрите, как интересно, когда есть имприматура. Создается живопись сама собой. Ну, в природе нет прямых линий, поэтому все горы так немножечко какую-то конфигурацию находим. Небо, когда мы пишем небо, в любом состоянии это купол. И вот это купол, какая-то растяжка всегда есть, то ли вверху, то ли внизу. Смотрите, чтобы был купол. Тут, например, сейчас вот здесь чуть-чуть, и сразу есть разница между этим и этим на уход. Ну, тональность, видно, что она не попадает ни в небо, никуда, да?
Каждый мазок имеет ценность. Если не получился, счищайте еще раз. Я пишу не в лоб. И все эти вишни нужно сделать по-разному. Но потом к этому еще мы подойдем. Но это не чистые белила, это какая-то жизнь. Каждое пятно имеет свою ценность, они не должны друг с другом спорить. Поэтому одно большое, другое маленькое. Все это может переписывать 100 раз, счищать еще раз, пока не найдется гармония пятен. Получается, что даже вот в таком решении мы управляем вниманием зрителя. Мы не на розы смотрим, а вот сюда. От нас зависит, куда мы направим. Либо это счистим и сюда будем направлять, тогда здесь будем выкаблучиваться, да? Но где-то в одном месте, не везде. Мы же пишем как бы такое ощущение, да? Интерпретацию того, что мы видим, чувствуем. Самое интересное, что ты никогда не знаешь, что будет. Нет никакого плана. И в этом смысле мы, как бы такой элемент, инструмент свободы, живопись. Когда бы я так море писал сверху вниз? Никогда, да?
Но воду важно положить, чтобы она была, ощущение было, что это поверхность. Как это вот добиться, довольно сложно. Но никаких вот этих разных разводов, там каких-то растяжек ненужных, ну, не допускать лучше, мне кажется. Ну, не всегда, конечно. Ну да, вот в этом и смысл имприматуры, которая может быть разноцветная, любого цвета. Она начинает работать. Не, любых, абсолютно любых. Произвольных, можно противоположных. Ты, например, хочешь здесь красный писать, а ты пишешь там, ну, противоположный, зеленый, например. И тогда она будет проскакивать, и в любом случае зеленый с красным будет гармонировать, да? Либо на контрасте, либо синее там где. Ну, вы видели, какая была имприматура, да? Да. Мог быть и красный. И тоже было бы удачно, потому что красный бы гармонично с чем-то соседствовало. Ну вот по этим пятнам мне, в принципе, нравится. Можно ничего не трогать. И есть некая какая-то такая недоделка, как в живописи недоделка. Где-то выскакивает что-то. Смотрите, это же имприматура выскакивает. И работает. Работает, да. Ну, конечно, это и есть живопись, когда она тобой управляет, я проложил мазки, да, где-то там тронул, где-то не тронул, и оно работает. Когда ставите блики, смотрите, какого они цвета. Это далеко не всегда белила. Ну, здесь, в этой среде, какого цвета блик, откуда он взялся? От неба, да? Или от чего-то другого. Здесь, понятно, здесь лампочка светит. Какого она цвета лампа? Холодная, теплая. Там холодная тень здесь вполне уместно. Можно даже решить это. Там есть, вы видите, такой синий, очень яркий блик в тенях. Ну, можно попробовать. Если не интересно будет, можно убрать потом будет. Где положить? Если не по центру, чтобы не делило пополам, да? Чуть-чуть. Ну, это всегда пробы бесконечные такие. Поиск решения. Мне хочется попробовать уйти в большую легкость в горе. Попробую. Это вы уже видели. Сейчас посмотрим, что будет. У нас есть запас небольшой, чуть полегче. Попробую сделать. Это сразу за собой тянет небеса. Их надо тоже будет облегчить. Обалденная кисточка, очень удобная. Почему я это делаю? Есть ответы у кого-нибудь? Кто, скажите? Да, конечно. Сразу будет силуэт у цветов. Смотрите, как работает сильнее. Так они в тоне были близки, а сейчас нет. Таким сложным цветом еще светлее. Но, естественно, чтобы оно никуда не попадало, ни сюда, ни сюда. Вот какой-то такой средний. Да? Видно, что не попадает ни туда, ни туда. Но мы отрываем и море от неба, и гору, и все. Гармонизируем. Ну, сейчас еще немного, и можно заканчивать. Естественно, вы знаете, что в любой момент картина должна быть закончена. Так надо писать, чтобы в любой момент можно было от нее отойти.
Я сознательно не ввожу информацию в гору много, потому что, вот это перестанет работать тогда. То есть доминанта такая, это вот эти волны, все остальное подчинено этому центру, ну и с розами тоже. Даже розы вторичны здесь, вот в данной композиции. Мы можем играть за счет того, что мы решим сделать центром композиции, мы можем это вытаскивать и за счет того, что объединяем здесь информацию, меньше кладем, меньше рассказываем. Ну а детали, что там люди на берегу, это все. Таким намеком. Получается, что тогда даже на самом близком переднем плане мало информации. Может быть все что угодно. Можно ею оперировать по-разному, как нам угодно. Мы можем это вообще сейчас протереть, вот это все, розы, ну, мастихином счистить, во имя того, чтобы это привлекало внимание. Такое решение. Могу я это убрать, а здесь выпендриться, да, больше? Ну, главное, чтобы она была не везде, с одинаковой интенсивностью. Чего? Бутылки сознательного у вас, вернее, цвет не прорабатывает, такой прозрачный. Да, зачем? Не, это можно сделать, но это, ну, не хочется, да, творческое решение во имя вот этого всего. Я за то, чтобы быть всегда неожиданным и немного недосказанным. Так что ставлю подпись. Все. Тогда давайте мы сейчас, вы можете подойти пофотографировать, и потом отвечу на ваши вопросы, пообщаемся. «48-й урок в моей онлайн-школе. Букет сирени». Разные по цвету бутоны сирени на нейтральном сером фоне. При кажущейся простоте задача очень интересная и довольно сложная, потому что нам нужно научиться сравнивать тонкие отношения, нюансные, по большим пятнам. Когда глаз настроится окончательно, тогда будет все легко. И основная моя задача – вести вас к легкости в живописи, к тому, чтобы вы испытывали наслаждение, не трудности, сомнения, а наслаждение. Это достижимо. 48-й урок «Букет сирени». Не пропустите.